В этом видео я покажу, как создавать контент с помощью искусственного интеллекта, даже если вы никогда этим не занимались. Разберем лучшие генераторы картинок и видео, а также самые удобные агрегаторы нейросетей. Вы узнаете, где удобно вести свой нейропроект и как красиво презентовать его клиентам. Погнали! Всем привет! Меня зовут Эно, и это мой канал о нейросетях. В этом выпуске я покажу несколько популярных агрегаторов для генерации картинок и видео, и мы быстро пробежимся по самым удобным из них. Начну, пожалуй, с лучшего. Это Freepik. Объективно, сейчас это один из самых удобных агрегаторов, особенно для новичков. Приятный интерфейс, низкие цены и большое количество генераций за один раз. А при подписке 36 евро в месяц открывается безлимит на генерацию картинок, что реально выручает, особенно на старте. И раз уж мы заговорили о тарифах, то минимальный план стоит 8 евро в месяц. Он подойдет, если просто хотите попробовать, но генерации картинок будут платны. Дальше идет премиум за 16 евро, который я не рекомендую покупать, так как он всего лишь добавит вам больше кредитов. А если вы планируете много работать с картинками, лучше сразу взять премиум плюс. У него неограниченное количество генераций изображений, а это реально важно, потому что генерации очень часто выдают желаемое не с первого раза. Ну и для больших объемов есть Pro, там уже профессиональные лимиты. У меня интерфейс на английском, но вы можете выбрать свой родной язык. Слева в панели можно переключаться между генерацией картинок, генерацией видео и разделом инструментов, где собраны остальные возможности. Можно увеличить разрешение картинки, что-то подретушировать, продлить видео, сделать липсинг и так далее. Когда выбираем генерацию изображений, открывается новая вкладка, где можно выбрать одну из моделей, например, Google Nano Banana. Ниже можно добавить и референсные изображения. Например, если вы хотите сделать облицовку дома, как в моем случае, я загрузил фото дома и фото кирпичной кладки. Снизу есть панели с пресетами и стилями. Можно добавить эффекты или цвета. Честно говоря, я этим почти не пользуюсь, предпочитаю прописывать самостоятельно все прямо в промпте. Но может вам это будет интересно. Перед генерацией стоит также обратить внимание на нижние параметры, сколько картинок вы хотите получить за одно нажатие. Я выставляю обычно максимум, это от 4 до 12 картинок в зависимости от того, какую модель вы выберете. И в каком соотношении сторон у вас будут генерации, например, 16:9. Ну и главное, сам промпт, он вводится в верхнем поле. Теперь давайте я просто покажу. Я попробую снова сгенерировать ту же облицовку дома. Здесь есть очень удобная функция Reuse Prompt, то есть использовать промпт повторно. Она подгружает ваш предыдущий текст и те же самые изображения. Это экономит время и помогает быстро обновить генерацию с теми же параметрами или немного измененными. Как мы видим, мы отправили сразу 4 картинки на генерацию. В целом мы могли бы нажать еще раз кнопку Generate, и тогда у нас одновременно генерировалось бы 8 картинок. Лимит на одновременную генерацию 10 картинок. Вот такие хорошие результаты у нас получились с помощью модели Nano Banana от Google. Если перейти во вкладку генерации видео, все выглядит почти так же, как в картинках. Здесь вы выбираете модель, и если она поддерживает начальный и конечный кадр, то сможете подгрузить сразу 2 изображения. Это удобно, если вы хотите получить более контролируемую анимацию. Далее все стандартно. Прописываете промпт, выбираете разрешение, длительность видео, формат и при желании добавляете звуковые эффекты. После этого нажимаете Generate, и система создает один видеоролик на основе вашего запроса.
Видео генерируется по одному за раз. Здесь вам доступны все лучшие платные модели для картинок и видео. Если разобрать модели подробнее, то для картинок наиболее актуальны сегодня будут Google Nano Banana и Seedream 4. Они новые и хорошо генерируют, и главное редактируют изображение по промпту. Модели для генерации видео я подготовил в таблицу и разбил их на 3 уровня по качеству. Также стоит обратить внимание, FreePic периодически дает бесплатный доступ к некоторым видеомоделям. Я пользуюсь сервисом полгода, и всегда была возможность попробовать какую-то модель бесплатно. Это очень радует. Прежде чем перейти к следующим агрегаторам, хочу сказать пару слов о Midjourney и Revie. Это генераторы, которые нельзя игнорировать из-за их стиля и индивидуальности. Они не подключены к агрегаторам и работают только через собственные платформы. Главная особенность в том, что каждая такая нейросеть обучалась на своей базе данных, поэтому у каждой модели получается свой визуальный почерк. Midjourney быстро выдает впечатляющие и художественно насыщенные образы, больше какой-то арт-подход. Revie больше ориентирован на точность, читаемость, коммерческую пригодность, разнообразие стилей. И почему это важно? Например, когда я работал над рекламой детского питания, нам нужно было сгенерировать большое количество детей до 1 года. И каждая нейросеть отрисовывала их по-своему. Например, Flux рисовал очень нейронных детей, и часто с какими-нибудь аномалиями в виде 6 пальцев или подобных. Кожа получалась слишком пластиковой на крупном плане. Google Imagen выдавал очень однотипных детей на лица, и девочек, и мальчиков. Из всех генераторов, а протестировали мы 10 штук, нам подошли только Revie и частично Midjourney. Revie выдавал хорошую фактуру кожи и генерил реалистично, а Midjourney делал детей разнообразными. На каждого ребенка мы делали около 1000 генераций, если я не преуменьшаю, и за такое количество начинают улавливать визуальный почерк каждой модели. Следующий агрегатор Krea. На нем есть те же генераторы картинок и видео, но он заметно дороже, и здесь нет возможности генерировать изображение безлимитно. Честно говоря, я не вижу, за что этот сервис можно похвалить в сравнении с FreePic. Поэтому идем дальше. Я коротко расскажу о возможностях использовать нодовую систему для генерации. Например, на агрегаторах Vivi AI, Glyph App, FloraFauna.ai. Такие интерфейсы часто хвалят за гибкость, но на практике этот подход гораздо сложнее, особенно для новичков, и менее продуктивен в большинстве задач, потому что требует больше времени на настройку рабочего пространства. Я крайне не рекомендую эти и подобные онлайн-сервисы. Но я люблю нодовую систему за процедурность и сам ею пользуюсь. И чтобы не звучало, будто я это хейчу, хочу отдельно отметить Comfy.ui. Это уже другой уровень. Если вы хотите глубже погрузиться в работу с нейросетями, настраивать автоматизации, запускать свои стартапы, генерировать контент без цензуры и самое главное делать это бесплатно, Comfy.ui подойдет идеально. Если вам будет интересно и будет большой отклик в комментариях, я обязательно сделаю видео Comfy и раскрою все самые интересные рабочие схемы или на английском workflow под разные задачи. А теперь поговорим о том, где удобно хранить и показывать результаты генерации, а также работать командой. Я твердо рекомендую Miro. Это большая рабочая доска, куда можно скидывать все подряд. Картинки, гифки, промпты, все, что связано с проектом. На доске можно оставлять комментарии прямо на элементах. Удобно обсуждать правки и собирать все в одном месте. Доской легко делиться по ссылке, можно выдать доступ только на просмотр или разрешить редактирование. И еще одна крутая фишка: зрители могут прилинковаться к вашей мышке и видеть экран ровно так, как его видите вы.
Очень удобно, если вы презентуете результаты клиенту или проводите онлайн-обсуждение с командой. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца, а также переходите по ссылке на Patreon и Boosty, там вас будет ждать эксклюзивный контент.